смогли найти тихое местечко в этом городе. И хотел вам с этого места показать всю суть Колумбии. Так, это юг. Богота более развита на юге. Там находятся все бизнес-центры и все самые важные локации. Здесь же все наоборот. Посмотрите на эту часть города. Мы уже почти неделю в Медельине и пока что видели только переполненные улицы. Но сейчас это первая нормальная классная локация, где более-менее спокойно. Есть парк, хорошие дома. Вау! Это город, который находится на верху горы, в центре города. Реконструированная копия древнего города, где никто не живет. Здесь много полиции. Так что здесь должно быть опасно. Или безопасно. Интересный напиток. По сути, это смесь пива и кока-колы. Очень сладкая. Здесь процент алкоголя очень маленький. Где-то 2%. Поэтому это больше как освежающий напиток. Этот городок очень маленький, но уютный. Здесь много людей, туристов. Здесь тихо, это самое главное. Посещение этого парка бесплатное. Еще наверху есть смотровая площадка и музей города. В музей билет стоит 2000 песо, это где-то $50. Мы туда не пошли, потому что у нас нет налички. И все. Каждый божий день. Каждый день этот чувак продает здесь авокадо, папайю и все другое. Не дает работы. Второй день мы решили выйти куда-то. Угадайте, что случилось. Испортилась погода. Смотри, какая очередь, боже мой. Это все на канатную дорогу. Нет, это не раз, это одно и то же. Сегодня мы решили прогуляться. Сначала мы думали, что погода будет ужасной. Там была молния. В какой-то момент нам стало страшно. Сейчас мы уже поднимаемся на гору. Мы здесь уже были в воскресенье. И здесь было достаточно много людей. Сейчас смотрите. Только один песик и Таня. Классно здесь. Классно работать фрилансером. Решили пойти дальше в другой, совершенно другой парк, 7 километров с того места, где мы были. Мы еще поднимаемся сейчас в гору на 500 метров. И здесь уже очень высоко, очень спокойно. И мне вообще очень это нравится. Как минимум, потому что во всем Медельине, в городе, очень шумно всегда. И мне уже как-то это все надоело. А во-вторых, я могу наконец-то послушать аудиокнигу, потому что я ее слушаю уже очень долго, никак не могу закончить. Вот. А сейчас ей можно погулять, отдохнуть и послушать книгу. Таня тоже идет, слушает какую-то другую книгу. У нас такой me-time сейчас. Каждый занимается своими делами, но вместе вроде бы. И здесь, посреди этого леса, есть даже какая-то ферма. Что здесь, Таня? Все находится где-то в 2 часах ходьбы от Медельина. Я думаю, мы все еще в Медельине, в городе. Мы идем в парк Арви. Туда ехать нужно на трамвае, на метро, на канатной дороге. Это где-то 1,5 часа. Идти где-то часов 4. И назад мы поедем на канатной дороге и на метро. Напишите внизу,
Любите ли вы ходить в хайкинги, в походы? Потому что раньше Таня не любила. Она говорила, что, зачем? Это пустая трата времени, зачем ходить, если можно не ходить. А что думаете вы? Как вам такая лагуна? Полетал на дроне, не знаю, как вам кадры? Мне вроде ничего особенного. Это лагуна на высоте где-то 3000 метров. Не 3000, вру. Сам Медеин находится на высоте 2100, так что это где-то 2600. Так что как вам? Мы потерялись, да, Таня? Все, мы уже идем на выход. Это огромная территория, друзья. Здесь сколько всего. Вау. А здесь можно, я так понимаю, кататься на велосипедах, пойти в тур с гидом, какой-то эко-опыт. Мы купили билеты и уже спускаемся. Заплатили мы, да, 10 тысяч песо, это где-то $3. Не очень много. Мне кажется, что это тоже включает в себя стоимость билета в парк. Так что все, летим домой. Здесь есть какая-то тропа под канатной дорогой. Возможно, здесь можно пойти пешком, но она идет как вниз вверх. Между горами катаемся. Далеко летишь, да? Лечу. Я еще лечу. Честно, я даже представить себе не мог, насколько длинная эта канатная дорога. Это одна линия, линия L. Она очень длинная. Она не просто идет вверх, она идет между горами, по лесам таким вот. И да, теперь я понимаю, за что я заплатил 4 раза дороже, чем за регулярный проезд на общественном транспорте. Но здесь очень классно. Идти, конечно, было бы очень долго и утомительно, но ехать одно удовольствие. Ну и вот сам город.